Хей-хоу, мои друзья, я Дима Баш, это блог Speak to Bash, и сегодня мы продолжаем исследовать культуру рейва. И мы пришли на грандиозный фестиваль, посвященный группе Prodigy Gone. Все это происходит в клубе Аврора, мы здесь уже были, так что здесь нам все знакомо. Сегодня мы также поизучаем такое явление, как рейв. Рейв — это абсолютное безумие, когда человек теряет себя. Сквозь призму артистов, которые здесь сегодня будут выступать. Спросим у них, что такое рейв для них. Я Дима Баш, это блог Speak to Bash. Они мне подгоняли проституток. И прежде чем мы начнем наше погружение в музыкальную культуру рейва, ты обязательно подпишись на канал, напиши комментарий, поставь лайк, но ты сам знаешь, что делать. Хочу также сказать, что у нас есть офигенный телеграм-канал и ВК-группа, где очень много разного интересного контента, который практически нигде не пересекается. Так что ты обязательно для себя там найдешь что-то свое. Никуда не уходи. Speak to Bash, пати-влог, рейв, Prodigy Gone. И сейчас мы также вам покажем, как начинается рейв. Рейв! Как он зарождается, как оживает. Ну что, мои друзья, сейчас перед нами пустой танцпол, но буквально через час-полтора здесь будет очень много фанатов группы Prodigy. Мне кажется, они соберутся со всего города и приедут с соседних городов именно на этот грандиозный фестиваль. Так что обратите внимание, рейв только сейчас начинает оживать, только сейчас начинает создаваться. И вот все люди, которые сейчас ходят вокруг, это обслуживающий персонал, который создает все это таинство. Они тоже часть большой культуры. Ну что, рейв набирает свои обороты. Звук уже вовсю качает, его сейчас тестят и скоро начнут запускать зрителей и поклонников группы Prodigy. Так что вот, Prodigy Gone, смотрите, пустой танцпол, но буквально через 3 минуты будет целый. И пока мы все в ожидании начала фестиваля Prodigy Gone, я хочу рассказать такую вещь. Сам я познакомился с Prodigy в 1997 году, после выпуска альбома The Fate of the Land. И сразу же после первых звуков начального трека Make My Bitch Up я стал фанатом на всю жизнь. Рейв набирает свои обороты, люди уже подходят, уже довольно-таки их много на танцполе. Только посмотрите туда, на входе их тоже очень большое количество. И самое главное то, что они все пришли на рейв. Люди, объединенные одной музыкой, люди, объединенные одним увлечением. Рейв объединяет всех. Ну что, сейчас мы находимся в диджейке, и рядом со мной сидит яркий представитель драм-н-бейс сцены, и не только драм-н-бейс сцены, один из лучших диджеев. Благодаря ему я стал слушать драм-н-бейс, я думаю, многие люди также. Диджей Дэн, привет! Да, привет. Андрей, скажи, что для тебя значит слово рейв? Рейв — это абсолютное безумие, когда человек теряет себя в лучах света, в лучах дыма. Он теряется в музыке. Ему нравится то пространство, где он сейчас находится. В этом пространстве комфортно. Неважно, чем оно оформлено. Возможно, дымом, возможно, лазерами, возможно, еще какими-то кусками света. Но тем не менее ему нравится то место, где он сейчас находится, и он может найти в этом месте множество друзей. При всем при этом ему найти новых друзей проще, чем найти старых, с кем он пришел. Поэтому так. Поэтому все должно быть дружелюбно, все должно быть круто. Рейв! Это очень объемное на самом деле слово, потому что пришла эта культура, да, если можно так назвать, а можно так назвать, это культурой. В конце 90-х годов
в Россию. И, ну, я был рейвером, да. В то время, когда хлынул вот этот новый звук, вот сейчас мы на Prodigy фесте, и Prodigy были моей отправной точкой во всю эту рейв-культуру, да. То есть я также маркером рисовал значок Acid на стенах, ходил в широких штанах вот с такой платформой, в очень ярких каких-то нарядах, милировал волосы, ездил на Казантип. И для меня рейв-культура — это явление новой музыки, которая появилась в стране. То есть для кого-то это может быть там какие-то, ну, то есть для родоначальников этой культуры там в Британии или в Европе это просто какие-то нелегальные мероприятия с электронной музыкой. А для меня это просто новая музыка, хлынувшая сюда, в эту страну, какие-то неизведанные абсолютно звуки. То есть я как аудиал, сконцентрированный на музыке, для меня рейв — это новая музыка. И эта эпоха, я бы не сказал, что рейв продолжается сейчас в том виде, в котором он сюда вошел. Это уже настолько размазалось, это уже настолько вошло в нашу жизнь. То есть это даже нельзя назвать рейвом, это опыльность. Рейв, он остался вот там где-то в 90-х, когда ты просто слушаешь что-то новое, и у тебя просто... Что вообще я слышу? Буду погибать молодым, буду погибать, буду погибать молодым. Ты знаешь, я пока здесь шел до гримерки, короче, как оказалось, на этой пати куча людей, которые знают вообще, кто такой идет. И они такие: малой, респект. Не знаю, может, они даже подумали, что я здесь буду с диджей Дэном, например, выступать. Но это не так, кстати, с диджей Дэном есть совместный трек, наконец-то у нас. У нас есть совместный трек с Bad Balance, Мальчишником и Мистером Малым. Слышь, шеф, ну что мы здесь делаем-то? Клип снимаем. Камера, сцена, свет, знакомый режиссер, все есть. Это серьезно, что ли? Диджей Дэн, ему вообще респектерство за то, что он сделал ремикс на сингл «Сачифорния». Обязательно послушайте. Да. И вообще диджей Дэну респект еще за то, что мы когда гоняли в 96-м на гастроли, они мне подгоняли проституток. Спасибо тебе. Интересная информация. Да, а теперь про рейв. Не знаю, например, на катке. В юбилейном половина зала был каток, где катались на коньках, а по центру был такой кусок танцпола, где все дэнсили. Например, был акваделик. Это в Басике, короче, делали вечеринку, и там кто хотел вокруг Басика танцевал, кто хотел танцевал в воде, кто хотел плавал. Но потом эти вечеринки прекратились после того, как один из почитателей этой вечеринки утонул. Тим, не помнишь, как бассейн назывался, где вечеринки были? Акваделик? Акваделик пати, а в каком бассейне проходил, не помнишь. Короче, это Акваделик пати, но где был, не помню, где-то здесь на Горьковской. Потом было Гагарин пати. Гагарин пати в Москве на ВДНХ. 91 или 92 год. Даже по сравнению с западными дансингами, павильон «Космос» — уникальное место, так как полностью передает ощущение от этой музыки космоса. Ощущение безграничного пространства, космической энергетики и неземной жизни вполне заменяет жизнь обыденную, земную. Телевизионный экран не дает полного представления об этом грандиозном зрелище, и тем не менее атмосфера этой партии надолго запомнится тем, кому посчастливилось присутствовать на ней. Настроение очень хорошее, присутствие духа присутствует. Почему именно этот символ, а не какой-то другой космонавт, скажем? Потому что Гагарин первый. Нас же интересуют только первые. Огромнейший рейв, куда со всего мира слетались люди. В Москве, в которой не было еще ни одного клуба с электронной музыкой. Да, были только сквоты какие-то, где проходили вечеринки. И вдруг по центру ВДНХ, где стоят ракеты, всякие космические спутники и так далее, проходил рейв. Настоящий, крутейший. И, кстати, на тот рейв я очень хотел поехать, но мои старшие товарищи меня туда не взяли. Сказали: ты еще мелкий. Поэтому я знаю про эту вечеринку. У меня в воображении она есть.
но знаю я о ней только из рассказов очевидцев. А сколько тебе тогда лет было, когда это была пати? Мне было 13. Но я хочу сказать, что когда открылся первый клуб с электронной музыкой «Тоннель», вот я там единственный был 13-летний, которого вообще непонятно как туда пускали, но я тогда уже там тусил и познавал, что такое и рейв, и электронная музыка, и прямая бочка, и игры слабой доли, и ломаные ритмы. На многих рейвах был. Ты помнишь какой-нибудь самый лучший рейв в твоей жизни, который запомнился больше всего? Если это брать вот самое начало, да, то это в Москве был такой клуб «Пентхаус». Не помню почему, но он мне запомнился. Например, был клуб «Тоннель», конечно же, где были просто культовые диджеи, с которых вообще началась вся движуха развития рейва в России. Блин, конечно же. Короче, ребята, в 93-м году музей, вот здесь рядом музей артиллерии, и там во дворе был рейв. Чтобы вы понимали, во дворе там стоят всякие БТРы, танки, короче, пушки, всякая вот эта история. Сверху была натянута сетка, вот эта милитари такая, да, защитная. И люди на БТРах, на танках танцевали. И это было, конечно, очень круто. Это феерично, конечно. Можно подумать, сравнить, как Казантип на реакторе, который был. Да, и представляете, за всю историю Казантипа я так ни разу до туда и не доехал. Причем мы несколько раз разговаривали об этом, но почему-то... Как зовут этого, кто... Вот этот Никита оказался каким-то странным чуваком, короче, который не заценил приезд мистера Малова на Казантип, хотя мне кажется, что мне прям надо было там быть. Каждый рейв всегда не обходится без интересных персонажей. А как твой образ называется? Как твой образ называется? Ну, вы видели последний концерт Prodigy? В концертах Prodigy стоят статуи в виде людей. Как пришла такая мысль реализовать на этом рейве? На самом деле в этом моей заслуги нет. Огромное спасибо муравью Prodigy. Мне все нравится, я пришел сюда оторваться. Спасибо вам, спасибо всем, что пришли. Спасибо, что есть такой человек, который воплощает эти идеи. То, что ты их реально реализуешь, а не остаются они где-то в мыслях. Какой твой был самый лучший рейв? Самый лучший рейв, я думаю, у любого человека самый лучший рейв — это его первый рейв. Для меня это был, по-моему, это был «Восточный удар» 96-го года в юбилейном. По-моему, это был, да, «Восточный удар». Соответственно, это самый лучший рейв. Я туда пришел, я охренел, я ходил по танцполам, охреневал от этих новых звуков, вообще от количества людей, от того, что происходит. Ну, это, прикинь, насколько ново это было для человека. Я еще был молодой человек. Конечно, эти впечатления на всю жизнь. Да, и вот этот рейв, он остался там. Потом было очень много рейвов, всяких разных. Потом мы сами стали делать рейвы, да. Но самый лучший рейв — это первый. Я думаю, у любого человека самый лучший рейв его жизни — это его первый рейв. Сейчас то же самое. У меня примерно так же, как и у тебя, все было в тех же годах. Слушай, их было такое количество, что затрудняюсь ответить. Однозначно «Восточный удар». Я его называю «Восточный угар». Был очень угарным. Много людей, которые меня знали, и знали людей, которые играют для них. Поэтому я думаю, что это было оптимальное качество-количество, скажем так. «Восточный удар», да. Я думаю, идеальный рейв. Да, кстати, у нас на канале будет скоро видос, выйдет именно по «Восточный удар» и видеозапись со старых кассет. Чем можно сейчас удивить старого рейвера? Фестивалем «Сигнал» его можно удивить, и это все-таки очень крутое такое событие в истории электронной музыки, и вот именно такое вдыхание времени. Они собирают, по-моему, всех, кто вот здесь и сейчас есть, актуален и делает что-то интересное. Да, ну и, кстати, вот эта вечеринка, это тоже прекрасное, мне кажется, событие в мире. Концептуально. Концептуальненько.
Сейчас рядом со мной находится живой символ группы Prodigy. Я думаю, вы сейчас на него посмотрите и сами все поймете. Муравей. Вот он прямо здесь, оживший символ, ожившая легенда. И... Ну нахер. Отец, ну ты видел? У меня такой вопрос к Муравью. Муравей, почему именно ты такой? Потому что The Prodigy лейбл Муравей. И я решил оживить его. Можно даже с ним разговаривать, главное смотрите и зацените. Ну нахер. У техно-сцены многие диджеи-артисты, они как-то выделяются, какие-то образы создают. Почему в драм-н-бейсе такого нет? Не И знаю. нужно ли это? Слушай, вообще вот эту тему с образами, типа, чтобы диджей как-то визуализировал еще себя как артист, круче всех, самым первым, да, ну, может, не самым первым, но самым ярким был Deadmau5, который голову мыши одевал, да, на себя, светящуюся, все это делал. А в драм-н-бейсе почему этого нет? Ну, оно есть в каком-то... Слушай, ну у тебя тоже есть своя же фишка. Какая? Ты наушники вот так всегда одеваешь. Только ты так делаешь. Ну, мне так удобно просто, да. Ну, я изначально так делал, но мне так удобно. Но сейчас вот я видел, всякие молодежные вечеринки проходят, да, андеграундные, драм-н-бейсовые, то есть, которые еще там только начинают промоутеры, артисты. Они там тоже переодеваются во что-то, какие-то маски носят, какие-то костюмы одевают. В драм-н-бейсе это тоже есть, но на широкой сцене почему нет? Ну, не знаю, мы просто такие на серьезных щах такие, типа, мы здесь там не веселиться, у нас серьезная культура. Наверное, вот это чувство просто в каждом живет, что он не клоун. Хотя по факту мы все клоуны. По факту мы здесь, чтобы развлекать людей. И это наша миссия. Но не каждый готов принять в себя то, что он... Ну, клоун это грубовато, конечно. Примерно. Но я когда хочу... Да, ну, артист это и есть клоун, да, то есть это, ну, примерно то же самое. Но когда я впрямую говорю это артистам драм-н-бейсовым, говорю, ты же клоун, ты же сам выбрал этот путь. Он, нет, я не клоун, я мессия, который несет звук драм-н-бейса. Ну и с ним тяжело согласиться, но он когда-нибудь, когда повзрослеет, он все равно поймет, что он здесь, хоть он и мессия, и несет звук драм-н-бейса, но звук драм-н-бейса, он для чего нужен? Для того, чтобы развлекать людей, чтобы дать ему эмоцию, чтобы зарядить его на что-то. Поэтому он клоун. А если ты клоун, давай наряжайся, не бойся. Хотя я сам не наряжаюсь. Ну, кепочка максимум, наушники вот так, вот весь мой наряд. Как думаешь, куда эволюционирует рейв? К чему он придет рано или поздно? Давай вообще определимся, что такое понятие рейв, потому что, ты знаешь, в начале, типа по классике, это все-таки были какие-то массовые мероприятия, где было несколько тысяч человек и так далее, а потом как бы просто выход из дома и поездка на вечеринку, это называлось «Поехали-ка на рейв, братан». Вот ты что вкладываешь? Я вкладываю это большое массовое мероприятие, когда приходят разносторонние люди, не связанные ни с чем, но зато они едины любовью к одной музыке. Просто придет какая-то новая технология, которая породит еще какую-то тему, да, которая заменит этот рейв. Ну, то есть, если мы живем в рейве, который продолжается, да, если это можно так назвать, возможно, это можно так назвать, да. Хотя, все-таки слово рейв, мне кажется, оно описывает какой-то взрыв. А взрыв всегда бывает только в начале, в зарождении чего-то. А дальше уже все такое.
выравнивается, появляются какие-то стенки, уже законы жанров, там все устаканивается. Вот сейчас мы живем в мире, где уже все устаканилось по электронной музыке. Когда уже вот если, например, мама меня когда рождала, она слышала всякую музыку, там электронщины не было. Я родился и услышал эту музыку в первый раз. То есть это просто взрыв мозга, это какая-то новая хрень, это просто ломает тебя. А сейчас вот мамочки беременные, они ходят на вечеринки, и для этого младенца уже играет эта музыка. Он уже когда родился, он уже знает, что это такое, да? И то есть следующий рейв, как он будет называться, я не знаю, но это будет какая-то новая технология, какая-то новая музыка, какое-то новое абсолютно движение. Очень тяжело предсказать, что это будет. Возможно, это будет как-то связано с нейросетями. Скорее всего. Но тяжело сказать. В любом случае останется только то, что люди будут испытывать от музыки эмоцию, потому что музыка — это самый запоминающийся вид искусства. Под кинофильм вряд ли кто-то пойдет куда-то там отдавать свою жизнь за что-то. Под песню легко. Примеров куча. Человек слушает песню и идет на подвиг. Эмоции, все мы ради эмоций. Ну да, звук — это волна, которая поступает в нас, какой-то звукокод, в мозг ты ее считываешь, этот звукокод считывает и начинает открывать в тебе всякие ключи, посылать определенные дозировки гормонов. Это создает тебе определенное настроение. Каждый трек — это определенный ключ, который определенную порцию гормонов в тебя впрыснет. Поэтому у нас разное настроение от разного трека. Все это завязано на рейв, и надеюсь, я вас не загрузил. Слушай, это на самом деле была целая субкультура, потому что когда вокруг 90-е люди ходили там, грубо говоря, там в джинсах и лишах, вокруг ходили люди в каких-то там целлофановых куртках, которые там отблескивали с космосом, абсолютно серебристые там или абсолютно там отражающий лазер. Это было круто. Это было против той культуры восприятия, которая сейчас есть. Это было субкультура, поэтому я могу сказать так, что это была рейв, это была субкультура. И многие девушки одевались вызывающе и тем самым побуждали других девушек одеваться так же. Поэтому это нарастало как снежный ком. И мне это не могу сказать, что не нравилось, потому что девчонки были классно одеты, были девчонки сами по себе классные. И диджеи тоже пытались соответствовать, то есть они тоже подтягивались, пытались играть соответствующую музыку, которая этих девчонок, собственно говоря, подтягивает на танцполы. Поэтому я думаю, что тут очень интересный феномен, о котором мы можем поговорить в следующей программе. Это очень обширная тема. И вот закончился грандиозный фестиваль, посвященный группе Prodigy. Те, кто не был, много потеряли, но я думаю, эти фестивали будут еще продолжаться и не один раз. Сегодня мы исследовали структуру рейва, атмосферу рейва, поговорили с многими интереснейшими музыкантами. Я думаю, вы их все же видели. И они высказались очень интересные мысли. А как вы думаете, что такое рейв и что он значит для вас? Если что-то узнал новое, обязательно подпишись на канал, лайк, комментарий, сам знаешь, что делать. С вами был Speak to Bash, рейв 3. Пил. Кстати, я расскажу одну историю, я вот уже рассказывал пацанам. Значит, несколько лет назад Лерой из Prodigy приезжал в Сочи, и мы с ним встретились, и он говорит, типа, бля, чуваки, не могу нигде найти место, мне нужно срочно посмотреть футбол, играет там его любимая какая-то английская команда, короче, надо срочно смотреть. Я такой, братан, я тебе сейчас все организую. И мы, короче, пошли с ним смотреть этот матч. Матч, кстати, прикольный был.
Я его накормил лазаньей. Он сказал, что это самая вкусная лазанья в Сочи, ну и вообще в России, которую он пробовал. Потом мы поехали к нему на вечеринку. Я ему поставил там свой новый трек на тот момент. Это был криптохит, который мы записали с Сергеем Демидовым. Есть такой диджей-музыкант. Вот, он сказал, блин, крутой саунд, крутое дерьмо. И потом мы были у него на вечеринке, где он играл, ну, примерно подобную музыку. И, короче, прикольно провели время. Так что, Лерой,